Путешественники переселились в деревенский дом и увидели вечернюю болгарскую столицу с высоты пика Копитото. Следующим утром, уже в третий раз за 2 недели, мы отправились в агентство по делам беженцев, где должно было состояться основное интервью. Наиболее важная и ответственная часть всего процесса, в ходе которой необходимо максимально подробно, последовательно и аргументированно изложить свою беженскую историю. Нас вновь пропустили внутрь административного здания и попросили подождать. Интервью в этот день проходило еще несколько выходцев из России. Наконец, очередь дошла и до меня. Историю своей политической активности я начал с 2010 года, когда впервые осознанно пришел на оппозиционный митинг в Москве. Тогда их еще можно было проводить на Триумфальной площади. Вскоре мы переехали из столицы в Самарскую область, так что на первую из акций больших протестов 11-12 годов, вошедших в историю как болотные, я поехал в Самару, центр которой тогда полиция перекрыла под предлогом установки новогодней елки, которую, разумеется, так и не поставили, как выразился кто-то из участников, съединоросили. На все последующие крупные акции я ездил в Москву, покупая каждый раз билеты на поезд за свой счет. И до сих пор уверен, что тогда у России был последний шанс свернуть с того тупикового и саморазрушительного пути, которым в итоге она и пошла. 2014 год и аннексия Крыма, которую мы, разумеется, не поддержали, застал нас снова в Москве, где Даша получала образование как преподаватель русского языка для иностранцев. Мы планомерно готовились к эмиграции. После официального возвращения Путина и провала протестов, которые, как мне до сих пор кажется, намеренно слили, другого варианта уже не представлялось. Правда, после посткрымского изменения финансовой и геополитической обстановки, в итоге мы оказались не на Западе, а в западной части России, в Калининграде, где в 2017 году меня задержали за участие в митинге против коррупции в День России, на который я вышел с желтой уточкой скорее уже по инерции, а не в надежде что-то поменять. Ну, зато посмотрел, как суд выглядит изнутри. Менее чем через год я, будучи наблюдателем на выборах, своими глазами увидел, как происходят очередные перевыборы Путина, и убедился в том, что внушительная стопка голосов в поддержку нынешнего курса – это вовсе не результат фальсификаций, а значит, на прогрессивное развитие России надежды нет. Хорошо помню, как следующим вечером на берегу Балтийского моря делился с Дашей своими эмоциями. И мы решили, что возвращаться из запланированного на лето путешествия не будем. Проехав через несколько стран Евросоюза и въехав в Украину, мы решили легально посетить Крым. Я был рожден на этом полуострове, там же захоронен мой дед, так что у меня существовало основание для получения специального разрешения на посещение временно оккупированной территории, въехав по которому со стороны материка, мы одновременно и соблюли международные нормы и показали российским властям свое отношение к аннексии. Сейчас подобные действия вполне могут квалифицироваться по статье о нарушении территориальной целостности России. Тем более, всего неделю назад в ее конституцию в качестве субъектов федерации внесли еще 4 частично захваченные региона Украины. Тогда же, ближе к зиме, проехав 11 стран, мы оказались в Болгарии, где в итоге смогли остаться жить на очень редком основании, оформив Даше разрешение на работу как фрилансер в качестве частного учителя русского языка под номером 3. Не зря она в 2014 году получала образование. Здесь мы тоже участвовали в акциях протеста против действий российских властей, но ни о каком политическом убежище я и не думал. Явных угроз не существовало, и мы несколько раз ездили в Россию. Хотя, видя, куда все идет, после ослабления ковидных ограничений я плотно занялся оформлением украинского гражданства по праву рождения на ее территории. Успешно получил справку от МИДа о том, что подвергался преследованию в России по политическим мотивам. Я почти прошел весь процесс, получил свидетельство о рождении украинского образца, кстати, легко оплатив его российской картой. До паспорта оставалось совсем немного, но началась полномасштабная война, в реальность которой я не верил до последнего, хотя жил весь февраль в Киеве.
Следующим утром, добравшись до Румынии, я запросил политическое убежище и остался в лагере для беженцев, ведь информация о моих действиях по получению гражданства Украины, которая, несмотря на так и не произошедшее объявление Путиным войны, стала официальным врагом, теперь могла оказаться в руках российских спецслужб. А то, что я оплатил госпошлину с российской карты прямо в украинский бюджет, вполне может трактоваться как состав преступления по статье о госизмене. Тем более, что теперь даже называние войны войной – это новая статья 280.3 Уголовного кодекса о дискредитации армии. Так что продолжать жить как раньше по разрешению на пребывание стало опасно. Он привязан к российскому паспорту, который в любой момент могут объявить недействительным или же не поменять на новый, когда старый закончится. А если сюда добавить то, что я отождествляю Путина и Гитлера, желаю Украине возврата всех своих территорий и открыто радуюсь успехам ее армии, теперь мне лучше не оказываться в нынешней сильно изменившейся России. Румыны с пониманием отнеслись к моей беженской истории, но в соответствии с Дублинской конвенцией были обязаны перевести нас в Болгарию, так как именно страна, выдавшая нам разрешение на пребывание, должна рассматривать вопросы о предоставлении международной защиты. После завершения интервью нам выдали новые документы, которые, в отличие от прошлых, выглядели немного посерьезнее и были напечатаны на картонке, а не на листе бумаги. Мне показалось, что выслушали нас внимательно. Миша провел в кабинете почти 1,5 часа, я минут 40. Несколько раз мне говорили, что наши рассказы противоречат друг другу и давали возможность более точно восстановить в памяти даты и последовательность событий. Мы отправились в банк, который из-за завершения срока действия вида на жительство заблокировал мне счет и карту, но в нем отказались принимать мой новый и единственный документ, сославшись на то, что он не является удостоверением личности. Хорошо, что у Миши осталась действующая литовская карта. Будем продолжать использовать ее одну на двоих. Мы дошли до остановки автобуса, идущего в Железницу, горное село неподалеку от Софии. Интересное тем, что рядом находится несколько термальных источников, в которых мы хотели искупаться. Ориентируясь по навигатору, мы прошли через лабиринт освещенных улиц и оказались на темной дороге, в итоге выведшей нас к мосту через небольшую речку. Перейдя ее, мы вышли к площадке с большим количеством труб, из которых текла теплая вода. Неподалеку стояло каменное здание, видимо, старой постройки. В одном из помещений располагался бассейн, куда стекала теплая вода. К сожалению, он не был наполнен, поэтому искупаться получилось только стоя под вытекающими из трубы струями, как под душем, что тоже весьма экзотично, особенно в темном октябрьском лесу. Похоже, купальня сейчас ремонтировалась силами энтузиастов. Во втором помещении располагался еще один бассейн, правда совсем без воды, и строительные материалы. Мы решили поставить палатку прямо внутри, чтобы получше защититься от дождя, который, казалось, вот-вот начнется. Пасмурным утром мы наконец увидели, где вчера оказались. Собрали вещи, набрали минеральной воды. Похоже, что здесь целенаправленно была пробурена скважина, хотя неподалеку можно увидеть и место естественного выхода термальных вод на поверхность. Мы вновь пересекли речку по мосту и направились в сторону автобуса. Конечно, в светлое время суток гулять намного приятнее. Теперь можно было насладиться красотой, мимо которой вчера просто проходили. На 2 городских автобусах мы доехали до выезда из Софии на Варнинскую трассу, о котором знали еще с 2019 года. Первая машина остановилась быстро, и по широкой трассе, то идущей по высоким мостам, то заходящей в тоннели, довезла нас до поворота на вошедший в историю русско-турецкой войны город Плевен, где мы и застряли на несколько часов. Миша гадал, связано ли это как-то с тем, что неподалеку работал экипаж дорожной полиции и уже морально готовился снова ставить палатку, так как с заходом солнца автостоп в Болгарии заканчивается. Но уже на закате на поднятую руку остановился водитель, который ехал до нашего областного центра Руси. Всю дорогу мы интересно общались, и он предложил довести нас до ставшего новым домом села Сваленик, где оказался нашим первым гостем, которого я с большим удовольствием угостила кофе.
Мы решили по максимуму использовать те опции, которые давало проживание в частном доме. Например, возможность обедать на свежем воздухе. Пришло время поподробнее познакомиться с селом, жителями которого мы совершенно случайно оказались. Эти места были заселены с древних времен. Археологи находят артефакты Тракийской и Римско-Византийской эпох, первого и второго болгарских царств. После прихода турков регион опустел, а те местные жители, которые решили остаться, перебрались с высокого плато в небольшую плодородную долину реки Малый Лом. Отсюда и пошло название. Болгарское слово «сваля» можно перевести как «спуститься». В Болгарии распространена благотворительность. Пожертвования получают многие библиотеки, музеи, галереи и, конечно же, храмы. Напротив церкви расположена могила благотворителя, помогавшего не только ей, но и храмам и университету в Русе, а также инженеру, превратившему небольшой цех по производству труб в райцентре Иваново в крупное предприятие. В Сваленике есть продуктовый магазин, работающий без выходных и, что важно, в котором можно расплачиваться банковской карточкой. На площади установлен памятник сельчанам, героям Отечественной войны, как было принято называть период Второй мировой с сентября 1944 года, когда Болгария, изначально бывшая союзником Германии, объявила ей войну и перешла на сторону союзников. Неподалеку возвышается минарет. В северо-восточной части страны проживает много этнических турков, и мечети зачастую встречаются не реже православных храмов. Довольно часто на улицах и в магазине Сваленика можно услышать турецкую речь. Сейчас в селе проживает более 600 человек, а к концу 50-х годов прошлого века численность населения превышала 3000. В 60-70-х Сваленик переживал бурное развитие. Строились жилые дома и новый детский сад, появился водопровод. Помимо сельскохозяйственных предприятий, работали цеха по производству металлической мебели, картонных, кожаных и целлофановых изделий. В 1928 году в селе было построено двухэтажное здание школы. Когда-то в нее ходило более 70 детей, сейчас же всего 9 учеников в 4 классах. Как и многие другие села, причем не только в Болгарии, начиная с 80-х годов, Сваленик постепенно стал пустеть, так как городская жизнь становилась все привлекательнее и доступней. В следующем выпуске путешественники начнут знакомиться с окрестностями села и побывают в Большом Нисовском скальном монастыре.